Привет всем! Да, я знаю, что мы пропали на несколько месяцев, но все дело в том, что этим летом мы собирали новый интересный материал, ну и чего уж тут таить, в принципе, собирались силами продолжить вести канал. Но мы все-таки это сделали, и сегодня мы вместе с вами отправимся в одну потрясающую виллу в Италии, в которой никто из хозяев не жил почти 20 лет. Сами мы были в ней больше года назад, поэтому я хочу вас сразу предупредить, что мы снимали это видео для себя. Многие моменты мы сняли просто на телефон, а многие важные детали упустили. Поэтому не судите строго. У себя в Инстаграме я даже устроила голосование, выпускать это видео или нет. И так как большинство проголосовавших было «за», сегодня мы с вами встретились. Кстати, кто еще не подписан на меня в Инстаграме и любит истории про заброшки, добро пожаловать, они там выходят гораздо чаще. Итак, поехали! Солнце уже почти ушло за горизонт и только скользило своими последними лучами по левому краешку этой огромной виллы. Мы доехали сюда довольно поздно, но уж очень хотелось посмотреть. Зашли внутрь через подвал, наполненный всякой нечасто востребованной утварью, включая старую телегу посреди коридора. Мы прошли на первый этаж и прямо перед входом в огромную гостиную с высочайшим потолком обнаружили, что этот самый потолок немного обвалился. Огромные куски каменного свода теперь валялись под ногами, когда мы там проходили. И кто знает, когда случится новый обвал. В гостиной все еще остались стоять кресла и диван, а также несколько шкафов и довольно высокая статуэтка ангела, чудом избежавшие попасть под завал. На стене висели старые портреты. Следующая комната, в которую мы попали, скорее всего, когда-то была рабочим кабинетом. В ней стоял большой письменный стол и несколько предметов декора. За ней шла кухня с более-менее современными предметами, посудой и техникой, вступавшая в сильный контраст со всеми остальными комнатами. Кто-то нарочно вытащил часть посуды на стол, дверцы шкафчиков были приоткрыты, а в холодильнике стояла пустая банка известного энергетика, принесенная сюда невежественными посетителями, как и прочий валяющийся тут и там мусор. Коридор, соединяющий помещения, был довольно узок и заставлен мебелью и вещами. На первом этаже также было 3 спальни. В одной из них над кроватью висел портрет Папы Римского, а на комоде в рамочках стояли фотографии многочисленных родственников, которые по каким-то причинам не стали заниматься виллой после смерти последней наследницы. А может, их и самих уже нет в живых. Кровати с высокими деревянными спинками, шкафы, комоды, прикроватные тумбочки – все это была старая мебель, скорее всего передававшаяся из поколения в поколение. На втором этаже располагались еще 2 спальни. Ванная и комната, заваленная всякими вещами, в том числе стареньким макетом городка, с окружавшей его железной дорогой. Многие детали отсутствовали, были сломаны или валялись тут же на полу, но под толстым слоем пыли все еще виднелась кропотливая ручная работа.
Запах старого дома бил в нос. В темноте, подсвечивая себе путь одной только лампой на всех, мы ходили из комнаты в комнату, с этажа на этаж, фотографируя и рассматривая убранство. Но так как для фото света нам было уже недостаточно, мы решили заночевать где-нибудь поблизости и вернуться в виллу уже с утра. Спали рядом с небольшой речкой, а как только начало светать, стали собираться в путь. Наши дикие кемпинги. И вот мы вновь очутились перед этой огромной виллой. Мы опять вернулись, чтобы посмотреть при свете дня. Мы стали заново обходить все комнаты и переснимать свои фото, как вдруг заметили одну вещь. Женские туфли на массивном каблуке, на нашей памяти лежавшие в спальне на втором этаже, за время нашего отсутствия вдруг поменяли свое положение. Теперь одна из них оказалась лежать прямо на кровати. Мы даже пересмотрели снятые вчера фото, чтобы точно в этом убедиться. Мы тут обнаружили, что кто-то за несколько часов ночи, пока нас здесь не было, здесь уже побывал по этому ботинку и по открытой двери внизу. Такое. Кто давно читает мой блог, наверняка помнит эту историю с туфелькой. На самом деле вообще ничего необычного, потому что заброшенные места всегда посещаются и фотографами, и всякими маргинальными личностями, и любителями пощекотать себе нервы. Поэтому то, что здесь что-то переставляется, вещи или мебель, вполне нормально. Просто в тот момент, когда мы сделали это маленькое наблюдение, нам стало немножечко не по себе. Ну, тут, наверное, сказалась и атмосфера самой виллы с потрескавшимися стенами, со старой мебелью и портретами, в которые, наверное, только фильмы ужасов снимать, как многие скажут. Ну и то, что это произошло всего лишь за несколько часов нашего отсутствия ночью. Мы еще тогда подумали, что, может быть, вилла такая огромная, и мы случайно разминулись с этими людьми, или они до сих пор здесь где-то ходят, просто мы их еще не видели. Скажу по секрету, что встретиться с кем-то в заброшке не очень приятно. Эта шикарная вилла в небольшом итальянском провинциальном городке была построена еще аж в конце XIV – начале XV веков. Тогда она принадлежала властвовавшей в той местности дворянской семье Каниалес. Вилла достраивалась и перестраивалась во время смены своих хозяев, представителей трех главных семей региона – Каниалес, Монтава и Джованната, пока не приобрела L-образную форму и 3 этажа высоты в главной своей части. Она была постоянно заселена до 1960-х, а потом перешла в собственность последней наследницы, Донетты Джованната, использовавшей ее только в качестве своей летней резиденции. Донетта умерла в 2006 году, в весьма почтенном возрасте, и с тех пор вилла оказалась заброшенной. У виллы есть наследники, но все они также в пожилом возрасте и живут отсюда далеко. Возможности и желания заниматься виллой у них нет. Состояние виллы на сегодняшний день весьма плачевное. Время, природа и землетрясения, нередкие в этой местности, берут свое. Не так давно семья, живущая в непосредственной близости к вилле, услышала посреди ночи огромный грохот. Как оказалось после, это упала часть высокого потолка в главном зале.
В вилле осталось очень много личных вещей последней хозяйки. В каждой комнате есть семейные портреты, одежда, баночки с духами. Да и вообще вся вилла выглядит очень по-женски уютной и старинной благодаря сохранившейся здесь антикварной мебели. Вот такой небольшой эпизод у нас получился про это место. Я очень надеюсь, что вам понравилось, и в будущем мы будем видеться с вами гораздо чаще, потому что мы наснимали видео на много выпусков вперед, и будем выпускать их уже регулярно. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, ну и поставьте маленький лайк, если вам понравилось видео. Для вас это мелочь, а для нас очень-очень важно. Ну и до новых встреч. Пока!